Сегодня будем пахать землю при помощи вот такого мотоблока. Это мотоблок ДТЗ. В принципе, они все одинаковые, вот такого плана. Это легкий мотоблок считается, или мотокультиватор, или культиватор. В общем, если собираетесь покупать такой культиватор, обязательно покупайте его так, чтобы было 3 скорости. Видим, за исключением задней. Нейтральная, задняя и 3. Если будет 2 скорости, будете за ним бегать. Тут уже это горький опыт моего соседа. Он тоже там немножко пожадничал, купил двухскоростной. И в итоге, как зайчик за ним бегает. Что еще тут? Фрезы. Фрезы я уже установил. Если по начинке говорить, то я пользуюсь только фрезами и насадкой под посадку картошки. Все, больше ничего не берите. Если брать зацепы, вот эти вот металлические колеса, они бестолковые, они врываются в землю, толку от них нету. Я пользуюсь только резиновыми колесами, которые шли в комплекте к этому мотоблоку. Еще один нюанс. Видим, я здесь сделал бампер, самодельный. Обязательно его надо делать, чтобы утяжелить передок. Здесь плита килограмм 10, плюс сам бампер, в общем, наверное, где-то килограмм 12. И работать намного легче, он у вас не будет прыгать, хорошо вкапываться и дальше идти. По шкворню, если земля перепахана, то шкворень, видим, вот этот угол желательно так ставить. Если копаете целину, кстати, он прекрасно копает. Если копаете целину, шкворень надо перевернуть, чтобы угол загиба был в другую сторону. Тогда он не будет бежать. Сейчас перейдем к моему огороду и будем смотреть, как я это все буду делать. Итак, пришли мы на наш огородик. Видим, он небольшой. Здесь я уже перепахал где-то порядка 6 соток. Вернее, фрезеровал вот таким мотоблоком. Итак, какие тут есть фишки, когда вы начинаете ним работать? Первое, я уже сказал, это надо обязательно поставить груз впереди. Второе, вот видим, вот это вот ручка. В процессе работы вы наверняка поймете, это если у вас именно сцепление вот такое, то есть ременная передача на мотоблоке, примерно такой мотоблок, то в процессе работы вы обязательно поймете, что эта ручка должна находиться вот в таком положении. То есть вот так. Вот видим, это такой лайфхак, так скажем. Это крепеж 40-й трубы ПВХ. Он мне очень сильно помогает. Я его так нашел. То есть я сейчас запускаю мотоблок и иду работать. Фрезеровать я это все буду на первой скорости, на второй покуда не получается, потому что очень много сорняка и очень тяжелая земля. Здесь практически чистый чернозем. Земля, как бы сказать, вязкая. И немножко прозевал. Прозевал в каком плане, что появился вот такой вот сорняк. И в итоге он мешает для фрезеровки. Если бы я это делал 2 недели назад, я бы спокойно это все на второй скорости сделал. Вот здесь вот, кстати, на этом небольшой грядочка небольшая, я сделал все на второй скорости и очень быстро. Здесь придется все делать на первой. Первое, что нам надо, это врыться в землю. Отпускаем вот это вот сцепление, покажи, чтобы ручка была свободна. Дальше заводим мотоблок. Вот, подойди сюда. Здесь есть рычажок. Мы его, если в первый раз заводим, ставим в такое положение. Если вы его уже прогрели, то оба рычажка стоят туда, в сторону мотора. И теперь просто заводим. Я сразу ставлю на первую скорость, то есть на той скорости, на которой буду копать или фрезеровать. И начинаю заводить. Готов. Это нам надо вкопаться, чтобы фрезы упали в землю. И чтобы шкворень вот этот вот опустился на копанную землю.
теперь можем ставить нашу заглушку на ручку газа. Вот так. И все. Нам теперь его только придерживать, этот мотоблок.
на третью скорость. Делаю меньше газ. И на третьей скорости мы сейчас пройдемся. Специально, чтобы хоть немножко убрать сорняк. И в то же время немножко разрыхлить землю. Сейчас. Уже начинает вечереть. Ну, на первой скорости прошел. Раз, два, три, 4 рядка. Ну, это заняло у меня где-то часа полтора. Ну, то есть, ну, примерно минут 20 рядок. Я шел где-то на первой скорости. Ну, может, чуть больше. Это зависело от того, какая почва. Ну, вот видим, на третьей скорости я здесь прошелся. Поубирал немножко бурьяна, уже легче будет идти на первой скорости. Тут осталось вот именно по эту полоску, ну, 2 рядка мне осталось прикопать. В принципе, получится где-то 8 соток вместе вот с этим участком. Ну, сейчас, завтра уже сделаю 2 полоски. Ну, а на второй, на третьей скорости это все будет намного проще и быстрее. Я управлюсь, ну, максимум за 2 часа вот этот вот весь, так скажем, весь огород. Больше времени навряд ли оно у меня займет. Ну что, чуть-чуть дальше и продолжим. Прошел я практически весь огород на первой скорости. Ну, это где-то у нас 6,5, ну, может, до 7 соток. Навряд ли, чтобы до 7, ну, где-то 6-6,5. И вот пошел на второй и на третьей скорости поперек. Зачем поперек? Ну, на первой скорости не так перебиваются кочи, вот эти вот камушки, скажем так. На второй скорости и на третьей значительно лучше. Плюс я убираю вот эти вот канавки. Видим их? Они должны быть убраны, потому что чуть-чуть подсохнет все. Вот это вот на всю глубину оно высыхает, и там глыбы даже какие-то как бы получаются. Ну, что тут можно сказать? Когда я работаю на второй или третьей скорости, вот этот тормоз я поворачиваю в другую сторону. Вот видим. То есть он у меня смотрит на мотоблок. Если на первой я все делал, он смотрел в другую сторону, то на второй, на третьей надо делать так. Желательно делать. Тогда он не будет убегать. Но его немножко придется подпихивать. В принципе, в этом ничего страшного нету. Ну что, сейчас завожу. Да, еще одно. Вот это все я делал где-то около 8 часов. Кто бы там что ни говорил, что там за 1,5-2 часа, нет, неправда. Где-то часов, ну, около 8, может больше, может меньше. Честно говоря, не засек. Вот этот вот участочек, то, что видите, другого цвета, я сейчас сделал буквально за полчаса. Здесь 1, 2, 3,
4, 5, ну где-то 6 полосочек я прошел. Ну, каждая полосочка минут 5-6, не больше. То есть на второй, на третьей скорости все это делается значительно быстрее, ну, наверное, разов в 10. Если на первой скорости я за ним еле ползу, как улитка, то здесь идет все быстро. Ну что, сейчас заводим и смотрим, будем проверять, как оно будет работать. Итак, сейчас на третьей скорости я буду идти туда и обратно. В принципе, все увидите. Шкворить вот это, повернуть, видите, вот куда, в какую сторону. То есть куда смотрит. Включаю заднюю передачу, делаю практически на минимум обороты и иду этим мотоблоком назад, для того, чтобы заделать вот эту вот канаву. Вот она, видите? Итак, смотрите. Ну вот видим, канавка вот эта убралась. Вот тут она есть вот так, по всей длине. А здесь ее уже нету. Я специально ее заделываю, потому что когда она высыхает, получаются валуны, получается, в общем, фигня. Некоторые эти канавы используют для посадки там чего-то. Ну, нам это неудобно, допустим.
Ну, на третьей передаче я скажу так. Немножко сложновато, но, в принципе, перебивает все от и до. И корни, и все остальное. Земля сейчас вообще мелкая, как пух. Садить можно все, что угодно. Но я все же сейчас лучше это все переделаю на второй передаче. Потому что на третьей все-таки тяжеловато. Я его немножко должен подталкивать. Ну, вот сейчас на второй передаче попробую. У тебя время есть?
Ну, практически все. На второй скорости даже немножечко и побыстрее получается. Ну, а по качеству фрезерирования, ну, я думаю, то же самое. Потому что, поэтому, я так думаю, лучше всего сначала прошел на первой скорости, потом на второй, и все. И тогда уже можно, в принципе, сажать картошку. Немножко продолжу. Закончил я фрезеровать или копать свой огород. Видимо, это участок я раньше отфрезеровал, выкопал. Ну, а это то, что вот в этом видео. В общем, сейчас промерил его. Здесь ровно 6 соток, 20 метров его ширина и ровно 30, ну там почти 31 метр, ну будем считать 30. 30 метров его ширина, то есть ровно 6 соток. Теперь давайте посмотрим вот сюда. Здесь все сделал более-менее нормально. Первое. Когда идете назад, это очень опасно. Поэтому скорость ставим на минимум, обороты ставим на минимум. И как бы в стороне. Если мотоблок потащит, бросайте сцепление, пусть он падает или еще что-то, чтобы он по вам не проехался. Второе. По расходу. В общем, вот на эти 6 соток у меня ушло ровно 6 литров. Никого не слушайте, которые говорят, что там 1,5 литра. Нет, это брехня, такого не может быть. Но тут надо учитывать то, что я первый раз проходил на первой скорости, то есть медленно шел. Расход был сумасшедший. Что касается вот этого, то, что я потом прошел. Здесь на второй скорости действительно вот на этот участок, здесь я буду садить картошку, ушло чуть больше, чем 1,5 литра. В общем, у меня бензин закончился, я залил 2 литра, и у меня там еще немножечко осталось, я так понял. Ну, мотоблок еще работает. Теперь, это по расходу. По времени. То, что я делал на первой скорости, это у меня где-то приблизительно заняло 8 часов. Вот это, то, что я сейчас перепахал на второй скорости, ну, здесь чуть меньше половины. Тут где-то около 2 часов я это все делал. Опять же, не слушайте тех, которые говорят, что за 1,5 часа 50 соток перекопали. Это брехня. Это только трактор так может сделать. А так, в принципе, все получилось. В следующем видео я уже буду показывать, как я буду садить картошку. Ну, расстояние и все такое. Ну и расход бензина тоже замеряем. Ну, все об одном. На этом, думаю, все. Всем пока. До новых встреч.